Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра. И гармонии во всем. Ну и неспроста мы желаем именно гармонии вам, потому что здесь гармония, вот эти перемены с климатом, переход из эпохи в эпоху, это все дает вот такие сбои, которые происходят у нас вот уже третий год. Цветут в сентябре каштаны, причем повторно. Весной они цвели, тоже красиво, но, конечно, с зелеными листьями. Сначала, как всегда, распускаются почки, листики набирают силу, и потихонечку, вот это в мае месяце происходит цветение, красивое цветение, полновесное. Ну, а потом, после вот этой знойной жары, которая устанавливается обычно уже в августе месяце, а в этом году, ну, очень знойная была жара, последняя декада августа, была на открытом грунте температура где-то около 50 градусов, а то и более в некоторые дни. Поэтому растения даже без осадков, не было такого стресса. Стресс единственный, что произошел недавно похолодание. Но еще до этого похолодания, в первых числах сентября, наши каштаны вдруг начали цветение свое. И так интересно наблюдать, когда и плоды созревают, и цветут вот эти прекрасные свечи каштановые. И здесь же пчелы летают, собирают нектар. И вот эти, причем на многих растениях, на многих деревьях каштанов именно вот такая ситуация происходит. И потом входят в зиму, правда, плодов после этого цветения нету в зиму. А вот весной то, что цвело, обязательно оставляет после себя еще и плоды. Вот такая очень интересная тема и интересное событие произошло и происходит уже третий год в Измаиле. И нам захотелось, а нам, авторам канала Раисе Горяченко и Александру Волику, захотелось поделиться вот этой приятной новостью, хотя, ну, может быть, для растения она не очень приятная, но многие засматриваются, многие любуются этой красотой, пчелы, конечно, радуются. И вот такие у нас события сейчас с растениями, которые не могут понять, что происходит с климатом, что происходит с Землей и что происходит с человечеством. А происходит все очень просто. Мы переходим в новую эпоху. Старое время остается позади. Впереди новая эпоха, новые энергии. И вот эти новые энергии заходят все больше и больше в нашу реальность, и они так воздействуют на растения, которые еще не подготовились, но находятся в состоянии подготовки. Пусть 2 раза цветут, но они все равно оставляют после себя плоды. Прощаемся с вами. Всего вам самого доброго, хорошей погоды. Там, где нет осадков только вот таких приятных, добрых, чтобы они смогли увлажнить землю, и температуры уже постепенно, чтобы переходили к прохладным, чтобы ваши растения вдруг не подумали, что весна, и снова начали вегетацию. Это очень плохо для тех растений, которые находятся в нашем саду и могут пострадать в дальнейшем от тех холодных циклонов, которые придут уже зимой. Еще раз всего доброго, прекрасного вам настроения. Впереди полнолуние, и мы решили вам немножечко сделать вот такой приятный подарок. Пока-пока.